Всем здравствуйте! Меня зовут Татьяна, и я рада приветствовать всех, кто заглянул сегодня ко мне в гости. А с чем же я сегодня к вам пожаловала? Конечно, с новой готовой работой. Моя кофточка мотивами готова. Покручусь перед вами, как всегда, немножко, чтобы показать, так скажем, изделие со всех сторон. Эту кофточку я вязала из пряжи, случайно найденной на просторах интернета. Я рассказывала про эту пряжу. Увидев цвет, меня просто она очаровала. Цвет, блеск пряжи. Ну а когда я уже поработала, повязала из нее, она очень мягкая, имеет шелковистый блеск, приятная, комфортная. Я довольна. Я довольна и пряжей, и результатом. Очень довольна. И сейчас я твердо могу сказать, что если будет такая возможность, то с этой пряжей я еще обязательно буду работать. У меня есть пряжа, это еще в одном цвете. Значит, сначала я эту кофточку связала без рукавов. Так без рукавов связала, обвязала, и в мастер-классе тоже сняла, показала обвязку. Но когда я примерила на себя, посмотрела, покрутилась, нет, результат меня не устроил. И я решила, что все-таки в этой кофточке должны быть рукава. Немножко они меня помучили, признаюсь. Никак не получалось с первого раза, никак у меня не получилось их связать так, как я хотела. Но все, сейчас уже все готово, результат перед вами, и вы видите. Значит, на это изделие у меня ушло 200 граммов. Это 2 полных мотка. А от третьего я взяла буквально чуть-чуть, наверное, 10 граммов. Вообще, я вам хочу сказать, так, дело в том, что так как я распускала обвязку, и у меня распускались полумотивчики, потому что, когда я сделала вот без рукавов, здесь нужно было по пройме закрыть полумотивом. Я это все выбросила. Но, скорее всего, 200 граммов полностью на такое изделие 44 размера вполне достаточно. Тем, кто ждет схемы, значит, я думаю, что ни для кого, да, из нас с вами не секрет, и вы видите, что те, кто проживает в России, у нас что-то случилось с аватарками, с шапками канала и сообществом. Ничего там не видно, все только загружается, схем не видно. Поэтому я сейчас буду стараться на свои изделия дублировать в телеграм-канал. В Дзене есть схемы практически ко всем изделиям. Ну, то есть там, что мастер-классы есть, там схемы тоже есть. Буду добавлять. Как я это быстро сделаю, я не знаю, но буду стараться сделать в ближайшее время. Но, естественно, на эту кофточку, то есть схемы выложу. Сразу же, как и видео выйдет. Ну что? Давайте пойдем рассмотрим на столе это изделие поближе и начнем работать. Итак, еще раз напомню, что сама кофточка связана на 44 российский размер. Вязала из пряжи шуйский текстиль ремени, 100% мерсеризованный хлопок. Есть такой город в Италии. Значит, в 100 граммах 500 метров. 100% мерсеризованный хлопок. Такая вот ниточка. Имеет характерный шелковистый блеск. Ну, потому что хлопок мерсеризованный. Вязала крючком кловер, двоечка. Так, давайте померяем изделие. Значит, от верхней части спинки до вот фестончиков, да, до нижней части 50 ровно в полуобхвате. В полуобхвате у нас получается 37 сантиметров. Так, далее. Ну, как бы здесь как померить пройму, да, нужно. Ну, приблизительно.
То есть вот так где-то приблизительно это получается 18. Так. Ну и все, наверное. Больше здесь ничего уже не померяешь. Вот такая вот кофточка. Ну и давайте начнем дальше работать. Вяжем основной мотив. Делаем петлю амигуруми. И в эту петлю мы делаем 20 столбиков с одним накидом. 3 петли подъема считаем за первый столбик. И далее в петлю провязываем еще 19 столбиков с одним накидом. Провязали 20 столбиков с одним накидом. За короткую ниточку подтягиваем наше кольцо. В третью петлю подъема соединительный столбик. 6 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Пропускаем один столбик, следующий столбик с одним накидом. 3 воздушные петли, один столбик пропускаем, следующий столбик с одним накидом. И так вяжем по кругу. Дошла до конца, сделала 3 воздушные петли и в третью петлю подъема соединительный столбик. Теперь под эту арочку соединительный столбик 3 воздушные петли. И в каждую арочку мы провязываем 4 столбика с одним накидом. 3 воздушные петли считаем за первый столбик. 4 столбика с одним накидом, 2 воздушные петли. В следующую арочку 4 столбика с одним накидом. Две воздушные петли. И так вяжем по кругу. Дошла до последней арочки, связала 4 столбика с одним накидом, 2 воздушные петли и в третью петлю подъема соединительный столбик. 2 петли подъема, 2 воздушные петли и далее мы провязываем незаконченные столбики. Второй столбик, третий, четвертый. Все 4 петли провязываем вместе. 3 воздушные петли. Между этими столбиками вяжем столбик с одним накидом. 3 воздушные петли. Дальше в каждый предыдущий столбик с одним накидом провязываем незаконченный столбик. Первый, второй, третий, четвертый. Все 4 петли вместе, 3 воздушные петли, столбик с одним накидом, 3 воздушные петли и далее повторяем. Провязала в последнюю арочку столбик с одним накидом, 3 воздушные петли и вот сюда соединительный, вершинку вот этих вот совместных 4 столбиков, соединительный столбик. Теперь мы провязываем следующий ряд. 3 воздушные петли, первую арочку, столбик без накида, 3 воздушные петли, столбик с накидом, столбик без накида, 3 воздушные петли в арочку, столбик без накида, 3 воздушные петли, вершину, столбик без накида. И так по кругу делаем вот такие арочки. Провязала последние 3 воздушные петли и в основании первого, где начинали
первую арочку, соединительный столбик. Теперь в эту арочку еще один соединительный столбик, и у нас второй ряд арочек. 3 воздушные петли, столбик без накида, 3 воздушные петли в арочку, столбик без накида. И так по кругу мы вяжем второй ряд арочек. Дошла к концу ряда, 3 воздушные петли, и вот сюда, где у нас был соединительный столбик, и в арочку еще один соединительный столбик. 3 петли подъема, считаем за первый столбик, сюда же еще один столбик с накидом, 3 воздушные петли, и в эту же арочку 2 столбика с одним накидом. В следующую арочку столбик без накида. Дальше 2 столбика с одним накидом, 3 воздушные петли, и сюда же 2 столбика с одним накидом. В следующую арочку столбик без накида. И так идем по кругу, вяжем до конца. Дошли до конца ряда, связали последний веерочек. В последнюю арочку ряда мы вяжем столбик без накида. И теперь в третью петлю подъема соединительный столбик. Протягиваем ниточку, отрезаем. И у нас с вами получается вот такой мотивчик. Очень красивый. И легко запоминается и вяжется. А теперь я вам покажу, как соединять мотивы. Когда вы провязываете первый ряд мотивов, то первый ряд соединяется только сбоку. Соединяется в 3 местах. А вот уже начиная со второго ряда соединение идет первого мотива только с одной стороны, а уже последующее с 2 сторон соединяется. И в конце ряда соединение идет с 3 сторон. Это я все вам покажу. Итак, у вас связан мотив. Вы вяжете второй мотив. И когда у нас с вами начинается последний ряд, мы вяжем 1, 2, 3, 3 веерочка. Я всегда так начинаю. 3 веерочка связали и начинаем вязать 4. Вяжем первый столбик с одним накидом, второй столбик с одним накидом, воздушная петля 1. Присоединяем мотивы сбоку. Итак, 1 воздушная петля, поворачиваем мотив к себе изнанкой, тот, который уже есть, и вот в эту арочку соединительная петелька, воздушная петля, и возвращаемся к нашему мотиву. Заканчиваем вязание в этой арочке. Мы должны сюда провязать еще 2 столбика с одним накидом. В следующую арочку мы вяжем столбик без накида. Далее 2 столбика с одним накидом, воздушная петля. В следующую арочку уже готового мотива делаем то же самое. Соединительная петелька, подтягиваем, воздушная петля, и возвращаемся к вязанию нашего мотива. Мы сюда еще довязываем 2 столбика с одним накидом. В следующую арочку столбик без накида, и опять повторяем 2 столбика с одним накидом, воздушная петля.
продолжаем вязание. Когда у нас с вами боковое соединение, мы соединяемся с предыдущим мотивом в 3 местах. Вот 1, 2, 3. В 3 арочках. И дальше вы продолжаете вязать мотив по кругу. То есть вот здесь, в 3-ю петлю подъема, вы закрепитесь. Значит, когда у нас уже идет соединение с 2 сторон, сбоку, и далее мы соединяться должны еще с одним мотивом. Здесь получается снизу, здесь сверху. Мы должны провязать, оставить 2 свободные арочки. Итак, я закончила здесь эту арочку, закрепилась в соседнюю и дальше провязываю 2 арочки, веерочка, 1, 2, 3, закрепилась и еще. Закрепилась. Вот 2 свободные. Далее вяжем следующую арочку или веерочек. Опять также повторяем. 2 столбика с одним накидом, воздушная петля. И вот здесь мы отсчитываем также 2 свободные арочки. И в 3-ю соединительная петелька, воздушная петля и продолжаем вязание. Также прикрепляемся в 3 арочки, мы прикрепляемся. Всегда прикрепление идет в 3 арочки. Так, 2-й раз. И дальше также мы продолжаем 2-й и 3-й раз. И заканчиваем уже наш мотив до конца.